чем не ювелирные изделия нашей иглы. Поэтому их всегда желательно содержать в чистоте. И я сегодня расскажу, как это сделать с помощью очень легкого метода и эффектно. Добрый день, мои дорогие подписчики и гости канала. С вами снова Анита. И сегодня я хочу поделиться с вами, как безболезненно и быстро, легко можно сделать уход за иглами. Когда мы вяжем, тогда очень часто у нас начинается пачкаться полотно из-за того, что иглы трутся вокруг по пазам, и в иглах набирается вот в этих местах, вот в этих пяточках набирается грязь. Тут явно видно, что пяточка эта вся забита. Можно иглы чистить, конечно, тряпочкой или салфеткой. Вот таким образом протирать, а потом чистить эти пазы. Вот таким образом я просовывала нитку, продергивала. И, видите, сейчас будет вот какая грязь вышла из пяточки, да. Но у нас есть еще одно место в игле, где у нас накапливается грязь. Это вот в этих местах под язычком. Здесь мы можем чистить таким вот образом. И иногда язычки у нас начинают плохо открываться. Это означает, что сюда зашла уже грязь, масло с пухом и оттертыми этими металлом. Но каждую иглу протирать, вот, имея с машины 200 игл. Вот, все 200 игл я выбрала. Но протереть каждую иглу я не достигну такого хорошего результата. И тут у меня пришла в голову мысль, что наши иглы все-таки очень деликатные изделия. И почему бы их не сравнить с ювелирными изделиями. И у меня есть купленный на Али вот такой очиститель. Его сейчас покажу ближе. Значит, они бывают, на Али куплен, они бывают разной мощности. У меня 30 ватт, есть 50, и есть и 30, и 50, да. То есть вот такой очиститель для очков, для ювелирки. Телефоны тут, часы, ну это так. А чем же наши иглы не ювелирные изделия? И поэтому сейчас посмотрим, как он выглядит. Он порядка $20. То есть это небольшая ванночка, в которой есть возможность, мы наливаем воду сюда и заглубляем сюда свои иглы. Как происходит весь процесс, сейчас я вам покажу. В самом начале я наливаю эти иглы в горячую воду. Наполняю не очень много. Тут немножко перелила. То есть вот примерно столько. То есть воды у меня 3 сантиметра. Далее я добавляю сюда вот это средство для мытья посуды. Так, довольно обильно. И добавляю еще вот иголки, которые были выложены. И далее я их переминаю руками, чтобы отошла та грязь, которая в них накопилась и которая просто сверху отходит. Не надо бояться, что иглы поржавеют за это время. Он просто здесь этим средством снимается большая грязь с игл. Вот, можно уже видеть, что вода стала далеко не белой. Так, минут 10 пусть они полежат. И после этого я сливаю воду. Периодически, пока они эти 10 минут лежат, я их так вот пошевелю немного.
И вода, видите, становится уже, ну, совсем серенькой, да? Итак, 10 минут прошло, я сливаю воду и опять заливаю немного воды, чтобы такое как бы лишнюю пену еще раз их прополоскать. Сливаем. Вот. Далее у нас вот наши иглы уже стали немного светлее. И теперь аккуратненько, разделив на 2 порции, помещаем их в ванночку. То есть так, я не по счету, можно, конечно, более аккуратно их сложить. Я складываю. Но в то же время они не должны быть плотно сложены. Далее добавляю сюда воды и 1-2 капли того же моющего средства. Да, то есть вот совсем немного. И добавляю воды, так, чтобы все иглы были покрыты. Здесь есть риска, по которую нам можем заливать сюда воду. Вот, сейчас все иголки утоплены. Осталась, вот, 2 порция осталась. И теперь далее мои действия. Я накрываю ванночку и включаю прибор. Вот, процесс начался. И теперь будем посмотреть, что же у нас происходит там. То есть ультразвук. И видите, вода шевелится в этом. И потихоньку, так же как на ювелирных изделиях, эти микрочастоты, они выбьют из игл, из всех этих и пяток, и канавок под язычками выбьют грязь. Теперь дадим, пусть они работают, и потом посмотрим. Итак, закончился первый цикл, первые 10 минут. И вот мы видим, что вода стала немного мутной. И я уже по опыту знаю, что мне нужно пройти 2 цикла. Поэтому я их закрываю снова и включаю на 2-й цикл. Потом будем вынимать и смотреть, насколько иглы у нас чистые и как их далее обработать. Итак, 2-й у нас цикл прошел. Открываем и смотрим. То есть мы видим, что вода далеко не прозрачная. И все иглы у нас стали прямо блестящие. Прямо на глазах у вас вынимаю и показываю, рассматриваю эти пяточки. В пяточках грязи не осталось. Прямо вот на глазах у вас вынимаю. Для того, чтобы проверить, можем сделать еще такой эксперимент. Взять ниточку, просунуть туда. Вот ниточка прошла, и вся она чистая. Далее, как обработать дальше эти иглы. Дальше я их всполосну просто водой, чтобы удалить остатки моющего средства. Несколько раз прополощу. Я перекладываю иглы в миску. Делаю я это все в раковине. Делаю я так уже не первый раз. Может быть, дальше будет и выливаю эту воду, поскольку дальше у меня еще 2-я порция, сразу же наполняю. И пока я тут буду заниматься этими иглами первыми, тоже налью сюда сразу воду. Полощем их. Ну вот, уже я чувствую, что вода стала, иглы отошла вся, это моющее средство. Встряхиваю их и выкладываю на просушку, протереть на салфетку. 2 слоя снизу, 2 слоя сверху. То есть я их так вот переворачиваю.
И видите, уже иглы прямо заблестели, как новые. Потихоньку их протираем, меняем салфеточки. И далее, чтобы быть уже уверенным, что у нас вся вода ушла из игл и из вот этих канавок здесь, так они не просохнут, им надо немного помочь. Надо помочь. Чем же мы можем? Вот иглы стали все как новенькие, да? Чем помочь? Первый раз я вот брызгаю их довольно-таки обильно ВД-40. Брызгаю их и даю им, и поворачиваю их, чтобы они все соприкоснулись с этим ВД-40. Далее уже ВД-40 отталкивает воду от металла. Ну, я так делаю уже десятилетиями, и иглы у меня никогда не ржавеют. После того, как иглы у нас, вот видно, что на них остаются такие, как бы вода отходит, вот. Видно, что вода отходит от самих игл и впитывается в эту. Опять берем на другую салфетку. Вот, 100 игл, то есть полмашины у нас уже почищенные иглы. За это время я включила ванночку, и у меня готовится вторая половина игл. Все это займет не более получаса. Ну, естественно, не считая времени, которое мы потратили на то, чтобы убрать иглы. И вот последний уже момент. Я переворачиваю иглы на сухую салфетку и даю им постоять какое-то время. Теперь мы их можем красиво, пусть они немножко просохнут, так сказать. И теперь мы уже можем их аккуратненько складывать, так, чтобы готовиться к... Вот таким образом я их складываю и ставлю уже далее на машину. Вся эта идея мне пришла в голову, когда я чистила иглы, как многие это делают, моют в керосине и других средствах. То есть сейчас мы видим, что иголочки, сейчас фон поставлю, чтобы видно было. Вот, видим, что все пяточки у нас даже просвечиваются. Все пяточки игл у нас чистые, и больше не будет, вот просвечивается, можно видеть. И у нас больше не будет полотно пачкаться. Идея пришла в голову, когда я чистила вот эти, когда начали западать язычки, когда я их прочищала иглой. Иногда это я их даже ранила. А потом мысль пришла, что а это ведь очень мелкое изделие. Мелкое изделие, это как ювелирное изделие. А почему бы их не сравнить с ювелирными изделиями, тем более они и из металла, и воспользоваться вот этой вот ванночкой для чистки ювелирных изделий и других мелких предметов. Стоимость ее невеликая, но зато за полчаса, ну за 45 минут мы можем привести в порядок свои иглы, которые у нас теперь будут чистые. Вот иглы, видите, они все пользованные иглы. И мы сможем теперь смело вязать белое изделие, и у нас оно не будет попачкано. Естественно, нужно почистить и сами пазы, подигольную пластину, а также заменить планку поролоновую на новую. И машина у нас будет вязать как новая. Кому понравился этот ролик, кто почерпал полезную информацию, пожалуйста, подписывайтесь на канал и смотрите другие ролики на канале, где я делюсь со своими наработками и, ну, не всегда стандартными идеями. А на этом у нас сейчас все. Пока-пока.